Итак, значит, вот у нас есть один из злых вариантов колоректального рака. Это тот вариант, в котором возникает уже на уровне аденомы. При наличии ВНТ активированного пути возникает мутация гена КРАС. При этом ВНТ активированный путь, он не через белок APC, а через какой-то соседний белок, который работает с ним вместе. И в этом случае появление комутации P53 приводит к значительному ухудшению прогноза. Да, прогноз. То есть больные с мутацией КРАС и с комутацией P53, они у них ухудшается прогноз. К чему это приводит? Подожди, вот я попробую сформулировать, а ты, если что, меня поправь. Да? У нас есть выраженная геномная нестабильность у этих больных. Да? И эта геномная нестабильность, она может приводить к так называемой опухолевой прогрессии практически с самого начала. И эта опухолевая прогрессия с гетерогенностью опухоли, с появлением какого-то количества там делеции, амплификации, не напрямую связанных с КРАС, а связанных с P53, она может отражаться на так называемом вот этом эпителиальном мезенхимальном переходе, да. который вот в той классификации CMS, которая существует, молекулярно-генетическая, это так называемый 4-й кластер или CMS4, который, собственно, и отражает агрессивные течения, биологически агрессивное поведение. А туда попадают очень многие варианты, но в том числе вот этот вариант КРАС мутированный и с P53 тоже может попасть. Но главное для него это вот этот эпителиальный мезенхимальный переход. Да. Как мы его можем увидеть на гистологическом уровне? Что является отражением эпителиально-мезенхимального перехода в гистологии? Ну вот я, соответственно, специально подобрал этот случай, так сказать, и сейчас его некоторое время потратил на его поиски, да, от всего отсканированного, потому что он тоже сразу, так сказать, показывает целый пласт проблем. Все-таки можно там показать 10 случаев и разобрать на каждом индивидуальном, да, какую-то проблему, а я, так сказать, пытался подобрать, чтобы сразу увидеть целый пласт. Вот какие проблемы мы видим здесь? Ну, первое, когда мы смотрим с птичьего полета на это изображение, мы видим, что совершенно точно есть компонент аденомы, который располагается здесь вот наверху. Да, вот это волосная тубуловилезная аденома, классическая левая половина кишки, так сказать, это вот она. И она составляет, ну, здесь там 40% примерно площади вообще этого среза. То есть это существенная история. И мы прекрасно знаем из исследований по CMS-классификации, что какое-то количество случаев там было не классифицируемо, не удалось. Потому что, так сказать, они не делали микродиссекцию, они тоже делали тушкой весь блок. И если вот взять всем блоком, то я подозреваю, что как раз здесь сделать ему CMS какой-то класс будет невозможно. Потому что, с одной стороны, как мы увидим, здесь есть на большой площади признаки эпителиально-мезенхимального перехода, да, то, что, так сказать, обычно попадает в CMS4, но здесь же также есть, так сказать, и зоны вот с аденомой, которые чаще всего бывают CMS2 или CMS3. Еще раз, вот на этом препарате, Никита Александрович, мы видим весь процесс перехода доброкачественного новообразования, которое называется полип или аденома. Дальше она переходит в рак, а дальше она не просто переходит в рак, она переходит в злой вариант рака с эпителиальным мезенхимальным переходом. Вот покажите мне, пожалуйста, вот все эти этапы. Но прямо на этом препарате. Да. Но сначала, так сказать, хочу обратить внимание на его общую характеристику. Вот когда мы смотрели OnlyCRAS, да, так сказать, пациентов, мы видели, что у них был очень четкий контур, мы могли прям взять и мышкой обвести его с тоненькой, так сказать, фиброзной прослоечкой по периферии и так далее. Потому что так стыдилось. Да нет, но здесь же везде, там граница была с мышцей, здесь граница с мышцей. Но здесь она абсолютно не видна, как ни срезай. Так сказать, она совершенно нечеткая, никакой фиброзной как бы псевдокапсулки в ответ на медленный рост опухоли не формируется, она непосредственно инвазирует мышечный слой и так далее. Здесь абсолютно неровный контур, который вообще определить, так сказать, невозможно. Где начал появляться рак? Значит, поэтому это общая, так сказать, тенденция. Вторая вещь, конечно, морфологическая гетерогенность, да, которая нам важна, потому что там, так сказать, они были однообразны. Здесь сейчас, как мы приблизим, увидим это.
И в этой опухоли, так сказать, тоже высокая аллельная частота, так сказать, P53, и мы потом покажем гистохимическую экспрессию. Мутация появилась уже в аденоме, то есть весь спектр изученных мутаций, так сказать, здесь уже был в аденоме. Ну вот давайте к ней перейдем. Сначала, так сказать, начнем рассматривать его с прединвазивного процесса. И мы видим здесь достаточно классическую тубуловилезную аденому. Вот это в большей степени low-grade. Вот, я думаю, что вот это уже high-grade. Вот, то есть у нас есть прям в соседних участках аденомы, которые из low-grade в high-grade. Это абсолютно классический для КРАС и P53 мутированных опухолей. Вот, когда, так сказать, уже есть high-grade участки в аденоме, если она вообще сохраняется. Но здесь я подобрал, чтобы был большой участок с аденомой. Дальше мы начинаем видеть уже как бы аденому подобную, но уже, несомненно, карциному, да, где уже началась инвазия. Но опухоль не потеряла еще своего первоначального вида, так сказать, и клеточной дифференцировки. Она немножко другого цвета становится. Потому что меняется характеристика цитоплазмы и ядер. Вот. И дальше, соответственно, вдруг в этой опухоли мы видим следующий как бы этап, когда уже цельные железы, железистые папиллярные структуры начинают как бы дробиться. Здесь небольшая зона внешнего относительно опухоли фронта инвазии, но да, из-за тангенциального среза, так сказать, эти структуры видны по всей опухоли. Ну вот здесь, так сказать, например, их тоже можно хорошо рассмотреть. Это то, что как раз и называется тумор-беддинг, да, почкование фронта инвазии, когда мы видим, так сказать, почки, формальные критерии, так сказать, от 1 до 4 клеток. Вот мы видим и единичные в большом количестве в препарате, и, соответственно, более крупные кластеры. И это отражает концепцию, что у нас есть два термина, описывающих этот процесс. Есть именно тумор-беддинг, то есть почкование фронта инвазии, когда это мелкие группы клеток, то есть это вот истинный, то, что называют эпителиальный мезонхимальный переход, когда уже, так сказать, от 1-3 клетки, вот эти мелкие кластеры, которые дальше уже могут приобретать веретеновидную морфологию, так сказать, там у них существенно нарушается экспрессия эпителиальных маркеров, принадлежности к эпителию, появляются мезонхимальные, то есть это такой фенотипический эпителиальный мезонхимальный переход. Ну вот эти, например, да, две клетки, они уже вытягиваются, вытянутые такие ядра становятся у них, нечетко видны клеточные границы, цитоплазма, так сказать, не структурированная, не видно продукции слизи, то есть это уже такой псевдо как бы мезонхимальные такие клетки, уже, так сказать, они одной ногой там. Вот. И это, конечно, признак агрессивного течения. И есть более крупные агрегаты, где мы видим несколько клеток, и это все в одном очаге. В одном очаге. Ну вот, например, вот этот агрегат. Да, здесь раз ядро, два, вот 3 тангенциальный срез, 4, 5, 6. Но вот это уже не почка по формальным критериям, это, так сказать, не дифференцированный клеточный кластер, потому что характеристики такие же, но клеток физически больше. Но до того это же была почка. Нет, почка после, то есть она все делится меньше, меньше и меньше, как бы, да? То есть это предпочка. Вот, сначала была деформированная железа, потом недифференцированный клеточный кластер, а потом уже почка. То есть это вот даже когда она дискогезивная, единичная лежит. Как это проявляется с точки зрения роста? Объясни мне. Ветвится на все меньше, 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 меньше отроги, пока, так сказать, на концах не остаются единичные клетки, которые уже, так сказать, в мезонхиму фактически, фенотипически как бы трансформируются. То есть когда крупная железа переходит в недифференцированный клеточный кластер, а дальше ее ветвление дихотомическое, как бронх, на все более мелкие бронхи, вот до единичных клеток доходит. Это, конечно, признак уже агрессивного течения, плохого прогноза, это признак морфологической гетерогенности, и, в общем, мы видим, что это огромные зоны и поля они здесь занимают. Мы можем, так сказать, формально найти истинный фронт инвазии с окружающей тканью, и, в общем, найти там точно то же самое, просто в центре был немножко покрасивее, но и здесь тоже есть. В большом, так сказать, количестве, таком в большом объеме. Вот тут весь фронт занят недифференцированными клеточными кластерами и, так сказать, почкованием фронта инвазии, то, что называется. И с этой опухолью примерно все понятно. Мы увидели фактически от low-grade аденомы к high-grade аденоме, к высокодифференцированной карциноме и до почкования фронта инвазии, то есть агрессивный генотип, так сказать, агрессивный фенотип. Все молекулярные события произошли уже на этапе аденомы, high-grade, вот, и, так сказать, совершенно другая как бы
макроархитектуры, что ли, этой опухоли, вот без четкого контура и так далее, да, без формирования псевдокапсул. То есть это быстрый агрессивный рост, и, собственно, как раз почкование фронта не дает сформироваться здесь. И здесь мы видим активированную миофибробластическую строму, да, потому что мы видим, что строма сама пролиферирует не меньше, чем интенсивно, чем опухолевая ткань. Она подкармливает тут. Но она с ней активно взаимодействует, да, и паракринные регуляции там очень сильные, через трансформирующий фактор роста бета и так далее, да, она, так сказать, там есть много всяких разных работ, как она стимулирует рост и стимулирует строма, как раз вот это почкование фронта инвазии. То есть некоторые ставят строму в центр этого процесса, что именно вот такая активная миофибробластическая строма приводит к тому, что вот, условно говоря, вот эта железа будет рассыпаться и, так сказать, проявлять такой агрессивный фенотип. Но я эту тему, так сказать, плохо знаю, работу не делал в этой области, поэтому здесь как бы могу только верить публикациям. Да. Ты мне скажи, Вот. пожалуйста, мы вот знаем, что вот в этой вот опухоли найдена мутация гена КРАС. Это мы определили с помощью молекулярной генетики. Да. То есть мы это не можем показать с помощью иммуногистохимии, но мы сделали МГИ-исследование и нашли мутацию гена КРАС. Да. Теперь, когда мы делали секвенирование, мы мутацию APC не нашли. Не нашли. И если бы не было комутации P53, Да. то, возможно, всей вот этого вот дерьма в виде вот этого злобного перехода, наверное, не было. Покажи, как выглядит P53 мутация на этом препарате. Вот окраска на P53 в этой опухоли. Мы помним, что аллельная частота здесь была достаточно высокая. Из птичьего полета уже видно, что подавляющая масса опухоли окрашена P53. Если мы приблизимся, чтобы рассмотреть детали, то видно, что паттерн экспрессии P53 характерен для миссенс-мутаций, что, собственно, мы обнаружили на НГС. То есть подавляющее большинство ядер опухолевых клеток окрашено умеренно или выражено. Ну вот здесь практически 100% опухолевых клеток окрашено. Есть зоны допустимо, так сказать, до 80%, но в общем и целом тотально опухоль окрашена. Но нас интересует здесь неинвазивная карцинома, потому что то, что она будет P53 позитивная, уже по результатам молекулярного исследования больших каких-то сомнений ни у кого не было. Нас здесь интересует больше аденома. И в аденоме мы видим как раз участки с паттерном, типичным для дикого типа. Когда какое-то количество P53 позитивных клеток, ну где-то в норме это обычно от там, 15 до 40%, с окраской низкой или умеренной интенсивности, так сказать, мы видим. Да? И это есть и в эпителиальных клетках, и какое-то количество мезонхимальных, стромальных, лимфоидных клеток тоже имеет, так сказать, в физиологических условиях экспрессию P53. Но что бросается в глаза, то что в аденоме существуют зоны с субклональным мутантным паттерном экспрессии, когда мы четко видим области с паттерном экспрессии, характерным для миссенс-мутаций, с выраженной такой монотонной, достаточно гомогенной ядерной экспрессией, ну, практически в 100% опухолевых клеток. Вот те немногочисленные округлые ядра, которые мы видим в эпителиальном пласте, это, так сказать, интраэпителиальные лимфоциты. Да, поэтому это не опухолевые клетки. Здесь ну, практически 100% опухолевых клеток экспрессируют P53. И в этой опухоли мы видим несколько зон, таких вот субклонов с мутацией P53. В данном случае на НГС, судя по всему, они имеют единое происхождение, просто в процессе роста вот на этом плоскостном срезе они оказываются перемешанными, но мы здесь детектировали одну мутацию. В литературе описаны случаи, когда в пределах одной опухоли мы можем детектировать 2 или 3 разных мутации P53, и они могут быть как в одном субклоне, так и в разных. То есть описано даже такое. Но инвазивный компонент, он уже дефинитивно P53 мутированный, и здесь, так сказать, уже никакой в инвазивном компоненте внутриопухолевой гетерогенности с точки зрения экспрессии мутантного паттерна P53 не наблюдается. Хорошо, мы ее определили тоже с помощью НГС? И с помощью НГС, и с помощью ИКХ. Значит, у нас P53 в этом препарате и то, был метода найден и с помощью НГС, и с помощью иммуногистохимии. Да. То есть двойной методикой мы это подтвердили. Да. То есть мы понимаем, что причиной
агрессивного течения высоко вероятно, и когда мы даже на одном препарате видим весь вот этот процесс перехода, является понятно активированный ВНТ-путь, но не за счет APC. Да. Мы видим Драйверная мутация КРАС драйверная мутация и, так сказать, быстрая ранняя мутация P53, которая приводит к геномной нестабильности, так сказать, и уже дальше большому количеству пассажирских, так сказать, или слабых драйверных нарушений, но просто, так сказать, количество которых таково, что это уже в биологию как бы опухоли, вот эта генетика, в ее фенотип трансформируется. И мы фактически видим большую площадь опухоли, занятую морфологическим паттерном, соответствующим CMS4 молекулярному вот этому подтипу колоректального рака. И сейчас есть работы, 2 крупные работы опубликованы с искусственным интеллектом, так сказать, и 2 работы с обычным морфологическим анализом. с обычным интеллектом. Да, с обычным интеллектом человеческим, где как раз, так сказать, были предсказаны вот эти вот молекулярные подтипы колоректального рака, а потом исследователи картинки, где наиболее, ну вот, с наибольшей вероятностью этот подтип определялся, ну, как бы раскрыли для себя. И вот CMS4 ему соответствовал вот этот паттерн. То есть вот эта миофибробластическая строма, которая как раз TGF-бета продуцирует в зонах почкования фронта инвазии, это вот была абсолютно классическая картина CMS4 вот этого молекулярного типа. Когда мы говорим про CMS4, мы предполагаем, что это самый агрессивный вариант колоректального рака. Да. Ну, или один из самых. И у него есть 2 морфологических проявления. Это deeply invasive cancer, то, что называется, и tumor bedding. Вот deeply invasive cancer мы посмотрим, когда будем смотреть BRAF, мутированная аденокарцинома, а tumor bedding мы посмотрели сейчас как раз плюс P53. И мы, значит, можем клинически, вот глядя на эту как бы морфологическую составляющую, представить себе, что высоко вероятно, что эта опухоль, будучи исходно в полипе, быстро прошла, потому что полип не гигантского размера, похоже. Ну, все равно приличного. Ну, приличного размера. Несколько миллиметров. Да нет, тут сантиметра 1,5. Ну, сантиметра 1,5 полип. Да? То есть Да. но это все равно не полип, который вырос там Нет, нет. в здоровенную какую-то штуковину. Да? Это 1,5 сантиметра полип, который молниеносно озлокочислился, молниеносно в одном препарате перешел в самый злой подтип колоректального рака, и, соответственно, он с огромной долей... Ну и пациент этот, мы знаем, он довольно быстро погиб. Да, Его, естественно, история известна. Да, то есть мы же знаем, Да, мы знаем, да. что это привело к тому, что возникло метастазирование, Да. и, к сожалению, пациент погиб. То есть мы фактически на одном препарате можем уже предсказать судьбу даже на уровне гематоксилина и азина за счет вот этого вот тумор-бейтинга. И за счет такой его колоссальной выраженности, да, я бы сказал, потому что он тут есть везде. Мы формально-то оцениваем его только по фронту инвазии, но он тут есть просто во всех отделах инвазивного и части опухоли. Потому что что-то ведь по фронтам было, ну, условно говоря, несколько месяцев назад, да, что потом фронт двинулся, а бейдинг, так сказать, в этих зонах остался. Понятно. Вот вопрос тогда у меня. Мы видели такие препараты у больных, что называется, all negative. All negative мутации P53. Без мутации P53, ну, естественно, мы видели, так сказать, украс APC, да, это несомненно. Вот, мы не видели их у индолентных вариантов. Вот я, так сказать, из всех, что я пересмотрел, не видел их у OnlyCRAS никогда в таком выраженности. Вот мы видели у OnlyCRAS, ну, беддинг его, так сказать, еще нужно искать, что называется, с подкраской, да, там 5 почек, так сказать, на 3 поля зрения. Вот, в смысле 5 клеток в почке и там 2 почки на весь препарат. Вот, то есть там очень низко выраженная степень его иногда бывает. Only APC, то есть мы вот у этих 2 индолентных вариантов такую картину не видели никогда в пределах нашего исследования. Может быть, иногда это встречается, но просто вот нам не попалось. То есть, нет, поэтому в целом... несколько сотен. Да, поэтому в целом, конечно... Но это достаточно все-таки надежный признак, но тут у него есть, так сказать, обратная сторона. Казалось бы, если все так хорошо, а почему оно не работает? Вот где, так сказать, ну вот мы можем найти публикации, которые говорят, что и тумор-беддинг, так сказать, не очень надежный признак, и недифференцированные клеточные кластеры, так сказать, тоже то работают. Вот с чем можно перепутать? Да. И для меня как раз, так сказать, это тоже была одна из задач, найти препарат какой-то, вот, который бы показывал, где камень преткновения. Вот что может пойти не так,
когда мы за тумор-беддинг принимаем что-то другое, что, так сказать, им не является, но при этом репортируем его как почкование фронта инвазии, и, так сказать, это спутывает карты. Да, это здорово вот картину меньширует. Потому что если вот ты сейчас показал картину агрессивной формы рака, в которой есть и КРАС, и P53, и даже независимо от того, есть EPC или не было, в данном случае у больного не было EPC, да, мы в любом случае имеем реально агрессивную форму рака. Что может его имитировать? При all-негатив такое маловероятно. То есть ты бы по этому препарату, наверное, мог бы уже с учетом знаний, которые мы имеем по нашим данным, я понимаю, что ты сейчас говоришь. Предсказать, предположил, что P53 наверняка есть. Да, это мы, конечно. Да, и потом... Руки бы уже чесались покрасить его на P53, чтобы подтвердить свои догадки. Если это об этом, то это так. Но вот. Что может запутать? Что может запутать? Вот тоже только КРАС. В этом препарате есть мутация только КРАС. Я не помню уже в данном... APC нет. В данном блоке, ну, не знаю, аденом, мне кажется, есть такой очевидный, достоверный нет. Вот, но мы видим... вот это не аденома справа? Вот это вот нет, это шапочка. Просто слизистая, так, мне кажется. Хотя, может быть, вот этот фрагмент. Да, это аденом. Вот, значит, есть фрагменты, правда, аденома, который сбоку откуда-то нависает. Но видишь, что он срезался, так сказать, неудачно. Вот. Но здесь что интересно, что здесь есть четкая граница, да, которая видна, так сказать, и это гомогенный по клеточному составу достаточно образец, но вот аденома. Да, он фрагмент с аденомом. Это грязный некроз? Вот это вот, по центру? По центру, да, это... Вот. Сейчас, подожди, здесь муцинозный. Это муцинозный компонент. Я здесь грязный некроз пока очевидный не вижу все-таки. Нет, здесь все муцинозный. Это муцинозный. Да, но просто он, не знаю, муцинозный. Грязного некроза пока не вижу, очевидно. Но что здесь есть? То есть это муцинозная аденокарцинома кишки, на фоне тоже тубуловилезной аденомы. Но вот если мы начнем смотреть с большего увеличения, да, ну вот, например, куда-нибудь сюда, сейчас я найду, вот, то мы обнаружим, что здесь тоже есть какие-то мелкие, такие, так сказать, вот по 4 клетки, побольше, вот здесь, так сказать, тоже, сколько тут получается, 5 ядер или 6, да, значит, то есть даже можно найти как почки. Сейчас, если поковыряться, можно будет найти зоны, ну вот здесь, например, да, где вот тут 4 ядра или 5, в общем, тут 3, то есть тут вот 2. То есть, казалось бы, где есть почкование фронта инвазии. Почки-мордочки напоминают. Да, но в чем здесь проблема? Здесь проблема в том, что и вот это как раз в исследованиях, так сказать, существенно может запутать ситуацию, что это не почкование фронта инвазии, а это фактически, вот тут, например, это хорошо видно, это инвертированные такие муцинозные папиллы. Да? Чем отличается от фронта инвазии почкования? Тем, что вокруг них они напоминают вот эти тафтс, такие как бы почки в бронхиалвеолярном раке, муцинозном бронхиальном раке легкого, да, вот, которые сидят такие пуфики на альвеолах при росте муцинозного бронхиалвеолярного рака легкого, ну, который сейчас муцинозной аденокарциномой классифицируется. Вокруг них вот здесь мы видим, так сказать, продукцию муцина, то есть это инвертированные муцинозные папиллы. Они как бы, так сказать, не вмурованы в миофибробластическую активированную строму. Мы видим, что клеточный состав есть значительно более бедный стромы. И что вокруг, так сказать, них везде муцин. То есть на самом деле это не почкование фронта инвазии. Это как бы такие вот инвертированные папиллы и, ну, тоже специфический паттерн инвазии муцинозной относительно, так сказать, медленно растущей аденокарциномы. У нее тоже есть свой, так сказать, такой морфологический эквивалент, что ли, почкования фронта инвазии, который не несет такой же биологический смысл. Вот здесь мы видим, как они плавают, так сказать, внутри слизи, они точно такие же. Вот даже из 2 клеток, ну чем, так сказать, не почка для почкования фронта инвазии, да? Но совершенно в другом контексте, вот в этом муцинозном, они не должны расцениваться как почкование, так сказать, даже если во фронте они будут, неважно их локализация. И это просто инвертированные папиллы муцинозной аденокарциномы. Они не ухудшают прогноз, и, в общем, ну вот здесь они хорошо видны, ни с чем, так сказать, агрессивным не связаны. И вот это, конечно, очень важно различать. То есть, как бы мы никогда при анализе вот этих характеристик не должны по Райкину поступать, да?
к пуговицам претензий нет. Ну, то есть, условно говоря, увидел где-то, так сказать, среди стромы по там 2-3 клетки, так сказать, сколько структур, значит, поставил там TTB1 или TB2, в зависимости, так сказать, от их количества. Вот. Все-таки всегда морфологический анализ должен начинаться с анализа общего паттерна, да, вот, так сказать, края, как инвазирует она, клеточной такой гетерогенности, так сказать, общей какой-то структуры. И наличие муцина обязательно. Это в муцинозном компоненте, на его территории развивается. Или, так сказать, активная миофибробластическая строма. Вот здесь же абсолютно строма индолентная. Да, и вот миофибробласты повторяют, так сказать, при том, что даже муцин изливается. То есть здесь должна быть реакция, по идее, как на псевдомиксому такая, воспалительная больше, вот как у псевдомиксома брюшина, но только внутриопухолевой, что ли. Такая псевдомиксома интратуморальная, если можно сказать. Поэтому она, конечно, будет запутывать, потому что здесь тоже есть какая-то активация фибробластов, но вот контекст всегда имеет значение. Все-таки, так сказать, ну вот, к счастью, человеческое мышление, оно контекст-зависимое. Да, для нас контекст имеет значение. Поэтому, если, так сказать, просто по размеру клеток смотреть, то можно сделать ложное мнение, так сказать, о том, что здесь есть признак агрессивного течения. А это ранний рак, кроме всего прочего. Потому что у него, так сказать, только мышечно-инвазивный. Да, то есть у него нет поражения лимфатических узлов. Это получается, здесь соответственно, ТТ2Н0М0. И вдруг мы ему, так сказать, приписываем какие-то признаки агрессивного течения, от которого, что называется, клиницист уже должен сразу напрячься, которых, в общем, здесь нет. И, так сказать, конечно, никогда в работах не анализируется тщательно этот вопрос, особенно у тех, у кого, так сказать, не получилось нормально валидировать негативное клиническое значение недифференцированных клеточных кластеров и так далее. Они не приводят вот такие вот фотографии, так сказать. Они там выбирают, что-нибудь такое более очевидное. Да, а потом за кадром остается огромное количество ложно-позитивных, так сказать, срабатываний, которые существенно портят статистику и не позволяют валидировать признак как, так сказать, по-настоящему агрессивный. Но, значит, и там, и в этом, и в предыдущем препарате есть мутация гена КРАС. Да. И в обоих случаях, когда клиницист, вот типа меня, видит больного с мутацией гена КРАС, у него, плохо дело. Но в первом случае мы имели комутацию P53, которую мы определили молекулярно-генетически, иммуногистохимически, и мы имели явные признаки эпителиально-мезенхимального перехода. То есть мы имели, с одной стороны, молекулярно-генетические критерии, говорящие за злобность, и просто гистологические критерии, говорящие за злобность. Здесь мы не имеем гистологического критерия, который Если говорит... все правильно, так сказать, разберемся с этой историей. Да. И не имеем молекулярно-генетического критерия, который говорит за злобность. Ну, совпадение, как говорится... Понятно, что мы сейчас понятно, что мы сейчас подбираем какие-то информативные случаи, чтобы какие-то положения проиллюстрировать. Но тем не менее, у нас вот в целом получалось именно так. Да. Получалось в целом. В целом, да, конечно. В целом картина, так сказать, она вот примерно такая. То есть, когда мы говорим об APC в сочетании с красом, мы там тоже видели ведь больных с эпителиальным мезенхимальным переходом, вот этим тумор-бейдингом. Да, конечно. То есть у нас получается вот этот злой подтип крас мутированного рака, который может быть либо с APC, либо с P53. Да? Причем если APC крас, P53 уже по большому счету роли не дает. Да? Потому что и так уже все плохо. И с другой стороны мы имеем крас без APC, но с нарушением ВНТ, каскадов других каких-то белков. Но при соединении P53 оно генерит плохой прогноз. Но если не случилось дабл-хита какого-то, то в общем прогноз может быть и неплохой, даже при наличии мутации гена КРАС. То есть вот нам очень важно увидеть в клинической ситуации больных, да, с мутацией КРАС, но без уверенного плохого прогноза, чтобы их не залечивали. Вот, и вот то же самое, кстати, с НРАС, потому что ведь с НРАС мы иногда видим абсолютно долгожителей. Вот я как минимум, так сказать, клинически со времен консилиума знаю там 2 или даже 3 человек, один там не в нашей клинике был, в Питере, так сказать, его обсуждали. И когда... Не могли понять, почему он долгожитель. Да, почему долгожитель с НРАС.
И у нас, так сказать, были там Дмитрий... А НРАС, он промежуточное значение, он КРАС, потом НРАС, потом БРАФ. Да, с точки зрения агрессивности, да. Драйвером такого потенциала, то есть это уже почти как БРАФ по агрессивности. И у нас там Дмитрий Юрьевич оперировал, так сказать, олигометастатического одного НРАС, который долго жил. Вот, у нас было мало НРАС вообще в целом, и мало, да, и мало НРАС чистых, но вот оказалось, что так сказать, те два человека, которые с НРАС попали, так сказать, в наше исследование без P53, у них была прямая выживаемость. Они не погибли, прям вот просто шла параллель, да, у них была прямая выживаемость. А, так сказать, наоборот, все остальные НРАСы, которые были... А сколько еще было НРАСов? Что там, 5 или 6, ну, немного их было суммарно, да, но они все, так сказать, ну, как громоотвод уже пошли вниз. С P53 которые с P53. И если их как бы обобщить, ну да, они, так сказать, похуже, чем там просто КРАС. Но если их разделить, очень существенная разница становится. Потому что те, которые с P53 падают быстрее, когда из них чистый НРАС убрали, а те, которые, так сказать, без P53, просто живут вот как прямая выживаемость. Вот. И ясно, что это малые цифры, но я думаю, что тенденция это есть, что вот добавление коммутации P53, так сказать, для БРАФ и НРАС, да, с точки зрения их прогноза. Да, и для КРАСа. И для КРАСа тоже. И добавление, так сказать, APC для того, чтобы лучше разбираться с кросомами, конечно, дали бы дополнительные, так сказать, нам понимание. Ясно, что дальше нужно учитывать фенотипические проявления этих генотипов. И мы не можем, так сказать, от этого отрешиться. Если у нас будет там only КРАС, и при этом, так сказать, мы увидим огромное почкование фронта инвазии, так сказать, миофибробластическую строму, там большую гетерогенность опухолевых структур, еще что-то, ну, значит, там какие-то есть другие коммутации, которые там приведут, так сказать, к его агрессивному течению, да, то есть, но все равно, конечно, точка входа, она бывает важна. Почему? Потому что, когда мы анализируем клиническую ситуацию, препараты, так сказать, данные молекулярно-генетического исследования, мы же всегда решаем вопрос, вот у нас все факторы в одну корзинку, да, или какой-то, так сказать, вызывает противоречие, выбивается, так сказать, из ряда, и тогда мы должны по петле отрицательной обратной связи вернуться к первичным данным и заново все их пересмотреть, нет ли где-то ошибки. Мы просто встретились, так сказать, с крайне редким биологическим феноменом, когда что-то выбивается, или все-таки мы где-то ошиблись и вообще в целом неправильно воспринимаем ситуацию. Поэтому, конечно же, все эти мутации – это не абсолютные признаки. И морфологическая структура опухоли не абсолютные признаки. Но вот в комбинации, когда ты видишь коммутацию P53 к какому-то драйверу, так сказать, много в почковании фронтоинвазии, тумор-беддинга, так сказать, там и большую стадию, ты, в общем, примерно понимаешь, чего ждать от этого больного. И с другой стороны, когда ты видишь там раннюю стадию, абсолютно четкий фронт инвазии, так сказать, там мало каких-то событий молекулярных, у тебя тоже совершенно, так сказать, своя складывается какая-то концепция. Вот. Ну, смотри, тут это хитрая история. Стадия в конечном счете, да, это вещь, она в большей степени определяющая, да, чем вся биология. Согласен, но я не говорил, что когда у тебя есть при той же стадии, именно, потому что наши молекулярные кластеры оказались стабильными, по крайней мере, самые агрессивные, независимо от стадии. То есть они как бы живы, понимаешь? Я про другое хочу сказать, что да, с первой стадии БРАФ будет жить лучше, чем с четвертой стадии БРАФ. Но БРАФ-мутанты всегда будут хуже КРАС-мутантов. Просто при первой стадии они будут хуже, да, и при четвертой стадии они будут хуже, понимаешь? То есть, если мы будем, так сказать, ранжировать их по стадии, все равно положение кривые выживаемости все сместятся вниз с увеличением стадий, но их положение друг относительно друга будет, так сказать, тем же самым. Вот в чем все дело. Поэтому да, стадия она король. Но внутри стадии, так сказать, все равно мы можем эффективно разделять более индолентных и более агрессивных внутри четвертой. Хотя четвертая всегда плохо, но кто-то лучше, чем все остальные плохие, будет жить дольше, там олигометастатический, долго курироваться хирургией, годами, десятилетиями и так далее, и не умирать. А кто-то, так сказать, в общем, там годы не проживет, понимаешь? Поэтому все равно внутри одной стадии, так сказать, биология все равно играет значение. Хотя стадия, конечно, так сказать, это ведущий фактор. И вот это вот очень важная вещь. Так, теперь вот смотри, значит, мы с тобой, мне кажется, очень здорово поговорили по поводу ВНТ зависимых больных. Да? Это у нас там 70% от всех больных. MSI 10, мы сегодня о них говорить не будем, это отдельно стоящая тема. Теперь у нас осталось еще 8-10%, это больные с мутацией гена БРАФ, которая особенная,
И она еще особенно тем, что она имеет, по всей видимости, другой механизм происхождения. Не из полипа чаще всего. Да, Никита Александрович? Да, она, так сказать, чаще происходит не из полипа. Ну вот, значит, давай, так сказать, буквально пару посмотрим пациентов с мутациями БРАФ. И на самом деле, вот когда мы начинали всю эту историю, конечно, нас очень волновал вопрос, вот этот зубчатый путь, и как он там реализуется и так далее. Вот, но при этом мы знаем, что традиционная зубчатая аденома, TSA, да, она очень редкая история, так сказать, в ректосигмоиде, в прямой кишке, и, соответственно, но в ней при этом высокая частота с мутацией БРАФ. Ну вот, А как она выглядит вообще? выглядит она как обычный такой шарообразный полип, да, таким шариком, вот, но с ней, честно говоря, в силу ее редкости и не очень частой трансформации, мы специально их, так сказать, в исследовании нашей, естественно, не набивали, но вот мы нашли так только с хорошим операционным материалом только одну. Такую вот по-настоящему из ректосигмоида. Вот здесь вот виден четко остаток традиционной зубчатой аденомы, когда вот такие почечки, то есть некоторые патологи это поэтично описывают, когда она растет сама в себя. То есть вот в эпителиальный пласт еще внутрь такие вот, так сказать, почечки ее растут. Значит, соответственно, это... Там много как будто пустышечек. Да, значит, это зубчатая аденома, и вот из нее это only BRAF. И самое интересное, что у нас, как мы уже обсуждали, было мало, когда только BRAF без MSI и без P53. Вот этих относительно благоприятным среди BRAF, так сказать, насколько возможно, прогнозов. Но вот этот образец, и, конечно, у него есть, так сказать, черты, условно говоря, BRAF-ом, да, то, что называется deeply invasive cancer. Deeply invasive cancer, понятно, что он не без аденомы, мы их, так сказать, в настоящем таком варианте посмотрим чуть позже, да, здесь это из аденомы трансформировался, но вот это когда идет инвазия... Мышечный слой? Да, это мышечный слой, дискретными мелкими опухолевыми структурами, что ли, да, вот то, что называется... Инфильтрирует. Да, так инфильтрирует вот этим термином deeply invasive cancer, это не любой инвазивный, а это именно вот глубокоинвазивный, это вот когда, слизистая, да, условно говоря, бывшая, так сказать, просвет кишки, и из него идут такими языками, инвазии языками. Но это более характерно для BRAF с P53, а здесь, так сказать, мы видим еще и муцинозную гистологию. Но она уже муцинозная гистология оказалась под мышечным слоем. Да, она уже оказалась в клетчатке. Да. Это вот как раз уже это даже инвазия субсерозного, да, это инвазия субсерозного слоя здесь, то есть ПТ4А, и клетки монотонные. Вот что меня всегда потрясает, что все-таки молекулярно как бы индолентные опухоли, да, но вот из благоприятных молекулярных классов, из молекулярных кластеров благоприятных, они все-таки цитологически, да, и архитектурно достаточно гомогенные опухоли. Вот, но нет здесь разнообразия структур. Они все как энтероциты, всасывающие по морфологии с единичными муцин продуцирующими, так сказать, клетками в зонах муцинозной гистологии между ними. Понимаешь? То есть вот как, так сказать, обычный эпителий кишки. Вот чуть-чуть, так сказать, убери клеточный полиморфизм, плотность ядер получше в ряд их расположи, и, в общем, будут, так сказать, участки там почти неизменного желудочно-кишечного тракта. Вот здесь вот встречаются, так сказать, еще муцин продуцирующие, да, там клетки с морфологией бакаловидных. Где муцинозные зоны, может быть, их можно ожидать побольше, что будет. Вот. А может быть, кстати, и нет. Не всегда это коррелирует продукция слизи и большое количество клеток с морфологией бакаловидных. А вот что за шарики вот это? А это вот маленькие железки, монотонные, гомогенные, однообразные, одинаковые. Вот с мутацией P53, так сказать, того, что она, как пифагоровы штаны, во все стороны равны, такое практически исключено, это крайне редко бывает. Понимаешь, вроде бы одна мутация дополнительного онкосупрессора, так сказать, а как она все меняет? А здесь хоть она сверху, вот мы ее посмотрим, да? Те же самые мелкие железки с морфологией всасывающих энтероцитов и немножечко муцинозных зон с морфологией бакаловидных клеток. Понимаешь, вот все в пределах нормальной клеточной дифференцировки, так сказать, обычного кишечного эпителия. Вот only BRAF, вот он такой, он как бы, то есть он как бы морфологически, что ли,
гомогенный, да, такой, ну, индолентный, вот когда они все дифференцированные, и строма у него вроде бы брафома, а почти не видно миофибробластов, коллаген преобладает над миофибробластами внутри стромы, да, она абсолютно розовая, ну, да, более активированная, так сказать, во фронте инвазии. То есть, вот это, понимаешь, это невозможно валидировать. Но вот Почему? Если мы сделаем P53. это понятно. Я имею в виду морфологические вот эти признаки. То есть это, вот, это как, не знаю, это вот... У меня нет эпителиально-мезенхимального перехода, нет тумор-бейдинга. Нет. Почему Нет, это нет, не валидирует? нет. Просто не прописать четкие критерии. Не прописать четкие критерии, да, понимаешь, это вот... Дать всем. Но ведь все-таки у патанатомов огромное количество, кроме валидированных критериев, мало. Огромное количество приемчиков, так сказать, вот то, что можно отнести ко вкусу, что ли, да, когда вот ты понимаешь ее, как это, ну, так нельзя, конечно, говорить, но и часто это приводит к ошибкам и неправильной интерпретации. Вот это можно формализовать, что вот этот фиброз, конечно, я думаю, как-нибудь, значит, но воспроизводимость будет низкая, но На любимую тему. да, не все признаки можно валидировать, что там, что здесь. Вот иногда, так сказать, просто общая структура, да, вот общая архитектура, она говорит уже о том, что здесь, ну, не должно быть чего-то агрессивного. Если она просто выросла большая, это значит, что она долго росла. Это не значит, что она росла быстро, это значит, что она просто долго... То есть мы смотрим, вот для меня, например, в этой опухоли что еще есть важное? Вот что я, например, так сказать, воспроизводимости не добиться этого критерия. Условно говоря, мы видим, да, что Она проросла мышечный слой. она проросла мышечный слой вот ближе вот здесь, да, вот с этой стороны. Клетчатки. Потом как бы она стала под него, ну, как бы обратно, так сказать, не знаю, там, под низ или с этой стороны, неважно. Но вот если мы, так сказать, будем рассматривать ее, ну, вот как основную часть в пределах этого препарата опухолевого узла, да, и мы выставим его центр, ну, на самой удаленной от краев точке, то вот здесь, да, предположим, вот этот центр опухоли, то вот что я здесь вижу из невалидных критериев? То, что это самоограничивающаяся аденокарцинома, как бы, что она растет как люминальный рак молочной железы. Как это все? Когда в центральной зоне люминального рака, особенно фиброз. люминального розовый фиброз, погибают клетки. Ага, вот это. Когда там уже почти ничего нет, ни фибробластов, ни опухолевых клеток, когда его плотность резко падает. Вот я здесь вижу вот эту картину. Вот она здесь для меня. Потому что она, так сказать, относительно... Вот здесь как бы фронт инвазии в обратную сторону Ну, получается. я понял. Он насыщен клетками, железами, стромой и так далее. А здесь уже нет ничего. То есть это как бы самоограничивающийся рост, да, когда отсюда она уходит, так сказать, и не оставляет. Что бы сделала агрессивная опухоль? Она оставила бы здесь обширные очаги некроза. Были бы эпителиальные клетки, ободком, так сказать, по периферии, как мешок, набитый некротическим детритом. А здесь-то этого нет. Значит, темп роста ее был настолько низкий, что строма успевала заместить апоптозом, там, фероптозом или каким-то другим птозом погибающие опухолевые структуры и еще и сформировать свою сосудистую стромальную сеть заново и так далее. То есть для меня это индолентная история, а не агрессивная, несмотря как бы вот, так сказать, там, набрав. И, конечно, то, что она оказалась вообще без всех молекулярных нарушений, кроме БРАФ, ну вот, и жалко, их просто мало. И он ли БРАФ вариант, так сказать, сейчас сложно в исследовании валидировать, да, их нужно специально туда Так, набирать. Для меня какой вот вывод по БРАФ? Ну, зубчатая аденома, она не зубчатая аденома, дело такое. Да, может быть, а может и не повести. Может не повести. Но для БРАФ мутированных опухолей МСС, а может быть и для МСИ, я даже не знаю, но нам надо смотреть P53, Никита. Надо обязательно смотреть для БРАФ P53. Я думаю, что это будет существенный фактор прогноза, так сказать. И попробовать потихонечку набирать брафом колоректальных и в зависимости от P53 смотреть их прогноз. То есть чаще всего мы все равно видим эти браф мутированные опухоли не ранней стадии. Мы их видим в третьей, четвертой стадии, чаще всего четвертой стадии. Но видим, что они текут немножко по-разному. И вероятно, когда мы наберем, может быть, там 50-60 человек, и покрасим на P53 или NGS посмотрим P53, мы, может быть, увидим существенную разницу по прогнозу именно вот у этих пациентов. Да? Может быть, увидим еще что-то. Так? Да. Ну вот смотри, давай. А это что? Это, ну вот это классика, это брафома с P53. Вот это. Это брафома с P53. И вот это как раз то, о чем я говорю, да, о кинетике роста.
так сказать, я несколько их попросил отсканировать, заранее не посмотрел, скажу честно, эти препараты. Сейчас я так вот его вижу, так сказать, первый раз. Он у меня тут даже был в Анселе отмечен голубеньким кружочком, то, что я никогда к этому препарату не касался после его сканирования. Но вот что я здесь вижу? Что если мы, это загнулся структура. Зубчатого аденома здесь нет. В этом здесь нет, да, и ни в каком. Я здесь 3 препарата отсканировал, так сказать, и все пересмотрел, следов, так сказать, найти не удалось. Но вот возьмем вот этот препарат, да, что мы видим? Вот, условно говоря, там, он же из нескольких, да, опухолевый узел, так сказать, неравномерный, но вот это вот опухолевый узел, да, его фрагмент. Вот, так сказать, если мы наиболее удаленную точку от всех его необрезанных краев поставим, это будет где-то вот здесь. Приблизим центр как бы вот этой части опухоли, да, вот этого как бы конгломерата опухолевого. Что мы здесь видим? Но вот от этого центра, вот то, что мы описывали, огромная зона некроза, потому что она растет быстро, сосудистое снабжение за ней не успевает, дальше мы идем от центра как бы к периферии, вот этой части очага. То же самое, только на более маленьком уровне. Просто когда фронт инвазии еще уйдет, этот некроз перерастет уже в большой. Вокруг него, так сказать, будет как бы меньше опухолевых клеток, да, вот тут с разрывами какими-то и так далее. Вот. А здесь, соответственно, просто грязные некрозы. Вот, кстати, ты хотел грязные некрозы. Вот они, да? грязные. Вот они, грязные некрозы. Самые грязнее не придумаешь. И, соответственно, нет четкого никакого края, так сказать, все разбито. Вроде бы беддинга нет, но вот если мы смотрим на него, невозможно ничего, так сказать. Инвазия прям в жир непосредственно с контактом жировых клеток. Это все признаки агрессивного течения. Нет вот этой фиброзной псевдокапсулы, так сказать, да, вокруг. То есть это вот, казалось бы, одна мутация P53. Совершенно два разных портрета. И все остальные, которые мы посмотрим из отсканированных, так сказать, даже несмотря на то, что муцинозная, и тут есть продукция слизи, как бы, да, но и клетки уже другие. Вот, понимаешь? Все-таки геномная нестабильность – это великая вещь. Когда у тебя, так сказать, начинаются псевдостохастические гейн-лоссы, да, то есть увеличение, уменьшение копийности разных, вот, кстати, тоже, так сказать, огромный некроз, откуда она ушла, никакого фиброза здесь нет, ничего не заместило, то понятно, что какие-то, они имеют субклональные характеристики, и какие-то клетки будут похожи на всасывающие энтероциты или бакаловидные. Но вот классических бакаловидных очень мало, да, на всасывающие энтероциты похожи немножко вот эти. Но вот отойдем чуть в сторону. Вон ли прав или он ли крас, вот уже такого мы не видели-то никогда практически. Когда, так сказать, это вообще уже кубические эпителии, да, которые, в общем, и на эпителии уже местами, так сказать, кишки совершенно не похожи. Никакого нормального аналога вот такого ни в каком отделе у нас нет желудочно-кишечного тракта. То есть здесь уже, так сказать, мы видим совершенно другую общую картину, да? Совершенно другую цитологическую как бы гетерогенность, другую цитологическую структуру опухоли, другую общую архитектуру, очень агрессивную инвазию, когда не успевает строма отвечать на инвазию, и когда опухолевые клетки непосредственно нормальных структур касаются, никакой там фиброзной псевдокапсулы, обвести фломастером, так сказать, край и так далее мы не можем. И, понимаешь, здесь даже без тумора Беддинга и без эпителиально-мезонхимального перехода абсолютно очевидно, что это, так сказать, агрессивная вещь. Поэтому что еще мешает валидации тумор Беддинга? Что это не единственный признак агрессивного течения. То есть на самом деле, вот если бы я, допустим, сейчас вот с современных позиций валидировал бы почкование фронта инвазии, я бы выбрал четкие границы, контекст, в котором он для меня бы говорил о том, что вот его наличие, так сказать, что-то добавляет. Потому что, условно говоря, кросомы с Беддингом относительно бравкомы с P53 по мутации, да, понятно, что у бравкомы с P53 прогноз будет хуже без всякого Беддинга. И если смотреть весь колоректальный рак, так сказать, на круг, получится Беддинга нет, а бравкомы с P53, так сказать, ухудшают прогноз опухолей без Беддинга. Беддинг имеет смысл смотреть только внутри кросом, потому что там это отражение дополнительных молекулярных нарушений. Это некий суррогатный маркер того, что еще что-то кроме онликрас произошло, понимаешь? А мы смотрим, так сказать, всех на круг. И эти факторы перестают работать, потому что обязательно найдется, так сказать, какая-то гетерогенность, которая утянет кривую не в ту сторону. Просто, возможно, бравкома не нуждается в беддинге. Совершенно. Чтобы быть злой. Да, ей и без этого, так сказать, достаточно. Ей без этого зла хватает. У нее признак злокачественности – это непосредственный контакт с окружающими тканями, так сказать, настолько быстрый рост, вот что паникулиты подобной инвазии в жировой клетчатке даже наблюдается, есть вот такая
Ведь это же, да, вот что называется паникулитоподобное, когда среди жировых клеток, так сказать, располагаются эпителиальные или лимфоиды, как паникулит, когда лимфоциты. Дольковый рак вот растет жировую ткань. Нет, дольковый рак формирует вокруг себя фиброз, все-таки он тянет его за собой. Паникулит нет, паникулитоподобного долькового рака нет паттерна. Все-таки обычно. Вот он вообще, классика. Ну, в общем, короче, вот это вот BRAF P53, то есть всего одно молекулярное событие и совершенно, так сказать, другой вкус. Тут вот есть вкус палика, мне кажется, немножечко. Вот, хотя я формализовал. Отлично. Я смог описать, почему я вижу их разными. Да? Итак, ребят, давайте тогда мы... Надо подытожить. Давайте мы подытожим. Мне кажется, мы очень сегодня интересный сделали разбор. И я вот для себя что хочу вынести из вот вашей работы, из той обработанной литературной информации, которая была, и из тех, конечно, препаратов, которые ты показал, и, в общем, из того, что мы имеем. Значит, мы имеем некие морфологические признаки агрессивности болезни. Они, по всей видимости, им видны и сами по себе, и очень важны, конечно, в контексте того, что мы имеем. Да? У нас это с высокой долей вероятности пересекается агрессивность морфологическая с биологическими маркерами, такими как мутация КРАС и комутация P53, мутация КРАС, если не было исходно мутации гена APC. Да? То есть, если исходно была мутация гена APC, то, по всей видимости, вот этот дабл-хит APC КРАС уже особого значения не имеет, и мы имеем и морфологически агрессивное течение, и клинически агрессивное течение. Но среди красом, назовем их так, есть индолентные формы, где нет дабл-хита, есть один хит, только крас. И здесь мы можем поискать относительно индолентных больных с благоприятным прогнозом, что коррелирует, по всей видимости, с их морфологией. Судя по всему, да. Пока Что у нас еще? У нас есть больные all negative. Да? All negative больные, у которых есть, возможно, APC, но нет дальше мутации КРАС, нет мутации P53. И это, по всей видимости, тоже относительно благоприятные больные. Есть больные, у которых не было APC, но была какая-то другая мутация каскадом этого ВНТ, без краса, без P53. И это тоже благоприятные больные, и чаще всего они сосредоточены с левой половины. И эти больные, они, наверное, чувствительны ко всем вариантам химиотерапии, в том числе с анти-EGFR терапией. Есть у нас да, больные... и может быть, вот как раз, как ты говорил, что монотерапия цитуксимабом как раз вот в этой группе, так сказать, Пусть это редко бывает, но попадало. может, Но насколько у нас их там человек 3, да, было всего? Ну, их по-настоящему мало. мало. На почти 400 человек. То есть Да. меньше процента. Есть еще ситуации, когда есть APC, есть отсутствие мутации КРАС, но есть мутация P53. Вот это большой вопрос. Насколько агрессивное течение APC КРАС, по всей видимости, APC P53, по всей видимости, оно агрессивное, потому что мы имеем два хита. Но насколько здесь хорошо работает анти-EGFR терапия. Да, и главное, что мы их тоже видим как all-негатив, потому что Да. в рутинной морфологии мы не APC, тестируем. APC, Да, и получается, APC. так сказать, что мы вот этих вот больных, как бы, у нас получается all-негатив категории, да, клинически, мы видим и агрессивных, и индолентных. В то время как там есть, так сказать, вероятно, самая индолентная группа, но самая редкая, совсем all-негатив. Есть only APC, которые, ну, по-настоящему этих больных достаточно, и они на самом деле обладают хорошим прогнозом и достаточно долго живут. И есть APC с P53, которые совершенно не индолентные, которые достаточно агрессивная группа, так сказать, только BRAF хуже. Вот, и, соответственно, так сказать, то есть у них плохой прогноз. А мы их всех видим как all-негатив при рутинном тестировании. Конечно, переход к НГС, но это то, что должно произойти в ближайшее время, просто потому что уже клинический запрос таков, с гиперселекцией там, для анти-GFR и так далее, так сказать, с вопросами перелечивания, опять же,
с олигометастатическими больными, которых хирургом, так сказать, вот больше роль играет, что уже, ну, без этого уже просто невозможно. И если P53 мы еще можем рутинно посмотреть иммуногистохимическим методом, для APC, например, такого, так сказать, теста нет. Вот. А брать сейчас дополнительно всем P53 смотреть, там, брафомом, NRAS, красу, это можно, конечно, но это, так сказать, ну, time consumption, да, то есть нагрузка дополнительная какая-то на тестирование. Может быть и не вредно. Но, с другой стороны, это все равно мы тогда увидим только один хит. Только один, да, Только дополнительный. А один нам хит. нужно оба конца. Надо увидеть оба конца. То есть это недостаточно. Значит, там вот к нашей классической триаде, там, не знаю, триада, но крас, нрас, брав, да, потому что когда мы говорим об МСС больных, нам нужно обязательно тестировать P53, надо смотреть APC, ну а HER2 тестирование нам нужно, по всей видимости, только в том контексте назначения анти-HER2 терапии в какой-то там n-ной линии. Ну и понятно, что, так сказать, может быть, имеет смысл смотреть, например, еще ROS1, да, потому что это та транслокация, которая в МСС встречается, потому что все остальные описаны в группе MSI, НТРК, там, АЛК. Вот, да, это редчайшая история. Ну, то есть, вот ясно, что какие-то эксквизитные отдельные биомаркеры у нас будут появляться для вот этой, как бы, all-negative группы. Да, что что-то будет. Но это какие-то единичные, так сказать, такие маргинальные вещи. Вот. Так, и последнее это брафомы. Брафомы, для которых МСС брафомы, для которых мы должны тестировать P53, чтобы представлять себе их прогноз как минимум и не удивляться вдруг относительно индолентному течению. И может быть для брафомы МСС, которая имеет еще и более благоприятную морфологию, не избегать, допустим, какого-то хирургического лечения. Думая, что мутация БРАФ, все плохо, нефига заморачиваться с хирургией, а может быть, как раз тот редкий случай БРАФ, когда имеет смысл заморачиваться с хирургией, потому что нет... Ну вот мы же нашли случаи, где заморочились, и соперировали его, да, то есть, да, их правда мало, потому что в основном с ними не заморачивались после биопсии, и найти был такой операционный образец, но это потребовало некоторого времени. Но в общем и целом, так сказать, случайным, вероятно, или каким-то другим соображением, с которым он был соперирован, и мы теперь вообще имеем такую замечательную картину, хоть есть что обсуждать. Есть что обсуждать. Да. Замечательно. Спасибо. И что я хочу попросить тебя, Никит. Несколько лет назад, это еще было в начале ковида, да, по-моему, в 2000 году, ты нарисовал прекрасное дерево. Я считаю, что оно не утратило актуальности. Дерево, которое имело сайднес, имело крас, имело all negative, вы там имели 9 подтипов, там 4 относились к MSI, 5 относилось к MSF. 3 относилось к MSI. 4 к MSI, если мне память не изменяет. Ну ладно, 3 или 4. 3. Да не было там 4 к MSI никогда. Но это не важно. Там еще наследственное. Там еще наследство, поэтому 4. Значит, поэтому у меня к тебе просьба. Вот это дерево и вообще вот эта вот ветвящая структура, мне кажется, она не утратила своей актуальности, она просто нуждается в апдейте. Ну вот я думаю, что мы с Никитой это сделаем, потому что сейчас, так сказать, мы его мало привлекали, ну, тоже больше там говорили про морфологию и про клинику, но в целом-то вот эти группы, так сказать, их валидация, прогноз и выживаемость как раз, так сказать, были им рассчитаны, потому что, ну, это такая была нетривиальная задача, так сказать, и сейчас мы немножечко пытаемся с аллельными частотами разобраться, насколько это можно при тестировании всего блока, да, вообще, что из этого, так сказать, вытащить. Но я думаю, что я тоже уже давно думаю о том, что нам нужно сделать апдейт нашего дерева, потому что сейчас у нас есть лучшее клиническое понимание, больше опубликованных клин-исследований, да, так сказать, появилось больше препаратов, и нам, конечно, нужно сделать какую-то вот такую подобную новую шкалу. Но, видишь, понимаешь, очень важно все-таки понимать, что в чистом виде не работает ни один фактор. Да? Везде контекст имеет значение. И, конечно, для нас, вот для меня даже было бы важно понимать, P53, вот для этого психологически я его делил на ранние и поздние, да, мутации, ну вот даже в кросомках на ранние и поздние, по принципу, условно говоря, P50, ну вообще даже не в кросомках, а в целом в коллективном раке. P53 это была первая мутация, да, ну вот с которой все началось. И дальше там пошел какой-то канцерогенез. Или, условно говоря, она уже была после APC и краса. И, конечно же, так сказать, этот подход нам удалось во многом валидировать, потому что выяснилось, что если P53 в конце канцерогенеза, она после APC и краса,
то она не ухудшает прогноз, так сказать, она вот с точки зрения уже канцерогенеза мало что, судя по всему, дает. Вот, а когда она рано, так сказать, она имеет значение. Но вот сейчас я уже понимаю, что для меня даже надо будет сейчас сделать пересмотр и везде, где есть аденомы, перекрасить хотя бы P53 гистологически на аденом, ну, на фрагменты, где есть ткань аденомы, потому что для меня теперь важно P53, пускай она и поздняя, после всех, но она появилась на этапе аденомы или все-таки она появилась на этапе карциномы. Вот может быть, она не имеет совсем значения за счет тогда, когда она совсем где-то в конце, а может быть наоборот. Когда она в аденоме появляется на ранних этапах, она и вправду ничего не ухудшает, потому что она появилась, так сказать, в аденоме. А когда она появляется субклонально в карциноме, вот этот клон, может быть, все-таки она что-то ему дает и происходит какая-то клональная селекция. То есть где-то она, может быть, двигается с другими в одной повозке или еще что-то, да? А где-то все-таки появляется не просто так. То есть для меня даже поздние мутации P53, когда они после драйверных и других супрессоров, они вот сейчас, так сказать, как-то разделились. И, конечно, ясно, что это сложно будет набрать больных, там, чтобы это валидировать и как-то это просчитать, но вдруг, так сказать, получится. То есть вот для меня даже поздний P53 стал разным. Потому что до этого, честно говоря, когда я смотрел на схему Вагельштейна, у него четко P53 относилась к карциноме. Вот если посмотреть его физические публикации, там была речь про поздние мутации в карциноме. И вдруг, так сказать, когда мы смотрим современные исследования, где начали брать там по 3 куска из аденома, в общем, и по 4 из карциномы, да, выясняется, что она в high-grade уже дисплазии происходит, и оттуда берется, а в карциноме наследуется та же самая. Вот это, конечно, уже другой вопрос. Вот какая из них не имеет значения из P53 после всех остальных? Которая как бы средняя или которая самая поздняя? Вот для меня, например, ответа нет, но я точно понимаю, что это разные вещи. Кто из них движется с остальными в одной повозке, а кто играет самостоятельную какую-то роль, понимаешь? Поэтому на самом деле мы сейчас стоим, так сказать, на пороге очень интересных каких-то событий, потому что либо мы кастрируем нашу медицину и нашу рутинную практику, будем также смотреть общим куском, и тогда вообще результат молекулярного исследования будет зависеть даже не только от биологии опухоли, а от того, какой кусок патона там взял. Какая там доля была аденома, была ли она вообще, или он решил взять наоборот побольше, так сказать, там инвазивного компонента, аденома не попало совсем, да, а другой решит взять на границе с нормальной тканью на молекулярное тестирование. Ведь этих же правил нет. Все правила молекулярного тестирования касаются процента опухолевых клеток. Они не касаются, так сказать, зоны опухоли, из которой мы это берем. А для колоректального рака, так сказать, это оказалась совершенно принципиальная история. Вот, потому что там есть ранние и поздние клональные, так сказать, драйверные нарушения. И, конечно, так сказать, для меня сейчас, вот, я считаю, что мы стоим на пороге, что либо мы все-таки сделаем этот качественный скачок и применим сложные алгоритмы анализа к множественным образцам из одного, так сказать, ткани, когда там НГС, условно говоря, упадет его цена существенно, потому что вроде бы сейчас она начала, некоторые компании делают, когда там, правда, $100 геном, да, то есть вроде бы уже, так сказать, технологически это возможная стала вещь. И тогда как бы у нас не будет проблем 5 отсеквенировать, это будет не современная стоимость НГС. Либо все-таки мы останемся на пути вот этой грубой статистической прикидки, когда, соответственно, мы, так сказать, смотрим всем куском, это зависит от патолога, но тогда от патолога будет зависеть и какие морфологические признаки, в каком контексте он будет репортировать. Да? То есть останемся в концепции человеческой медицины. Вот по какой развилке пойдет вообще развитие, так сказать, сейчас. И, конечно, стоять вот на этапе этого перепутья, так сказать, и в этом каким-то образом участвовать, да, активно, это жутко интересная вещь. Поэтому я очень благодарен тем, что мы сейчас все, так сказать, собрались, и вот биостатистики, хирург, так сказать, химиотерапевт, там, и патолог, для того, чтобы обсудить эти проблемы, потому что когда их еще обсуждать, чем не сейчас. Когда уже, так сказать, бифуркацию мы пройдем, и путь будет выбран, так сказать, уже мы будем просто его постулировать. А сейчас мы хотя бы можем вообще, так сказать, предсказать, какие направления дальнейшего развития возможны. Да, когда обсуждать, если не сейчас. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят.